Привет, друзья! А сейчас мы с вами отправляемся в город, один из самых, наверное, прекраснейших. Это город Венеция. Называется он Grand World. Остановочки выглядят вот так. Вот такие вот билборды с изображением вот этого города, куда мы едем. Время в пути где-то примерно будет составлять 45 минут. 40-50 плюс-минус. Едем мы до конечной остановки. Конечной до последней остановки. Там автобус, получается, будет разворачиваться. Едем на 17-м автобусе. Он такой вот зеленый. Сейчас я его вам покажу. Также остановочка эта находится, ну, где-то метров 50 от нашего жилья. И возле остановки есть вот такое туристическое агентство, которым можно заказать экскурсии, если вы не хотите, боитесь или по каким-то другим причинам не можете самостоятельно посетить. Здесь также есть и русскоговорящие буклеты, там это можно зайти, это все расскажут, покажут, что вот такая информация. А вот, смотрите, вот наш автобус едет, он вот такого цвета, зелененького. Да, и конечная, вот видите, написано Grand World. И автобус комфортабельный, с кондиционером. Чтобы вам можно было удобно посмотреть автобус. Вот так вот он выглядит. И напоминаю, едем мы. Напоминаю, едем мы на конечной остановке. Друзья, и доезжаем на 17-м автобусе до самого конца, до конечного автобуса 17-го, выходим. Смотрите, такая информация. Вот справа от меня, видите, такие голубенькие эти машинки. Это, ну, как они называют их, тук-тукеры. Они платные. На них просто-напросто, и они будут подходить, ну, не ведитесь, потому что это все есть бесплатное. Вот они, зелененькие эти стоят. Вот сюда подходите, называйте Grand World. И вас просто-напросто отвезут. Окей. Вот видите. А то здесь сразу подбежали те платники. И там, я не знаю сколько там, 150 тысяч, по-моему, они берут. Ну, смысла нету просто переплачивать. Лучше сюда садиться. Вот, привет. Hello. Hello. Xin chào. Hello. Xin chào. Xin chào. Welcome to Vietnam. Welcome to Vietnam. Vietnam. Welcome to Vietnam. Добро пожаловать в Вьетнам. Скажи, добро пожаловать в Вьетнам. I don't know English. Sorry. Окей, thank you. Так, еще такая информация. Смотрите, ну, отсюда можно также попасть на Винпер парк и Сафари парк. Ну, это уже совсем другая история. Это мы покажем в следующем видео, когда поедем с вами в эти парки и расскажем все, как весь этот маршрут пройти. Сейчас наша задача вам показать. Все забываю. Город, который называется Grand World. Grand World. Он расположен на 10 гектарах земли. Интересный такой городок. Он был построен как туристический, как называют его город, который никогда не спит. Но самое интересное, ну это мы тоже вам покажем, что он по большей части пустующий. Тут здесь занято только процентов 20-30 всех зданий. Ну, сейчас мы проедем, и я вам все расскажу и покажу. Смотрите, тоже вот как ребята, вьетнамцы умно придумывали, да, солнечные батареи разместили на крышах, а внизу зарядка электромобилей. Да, эти машинки, они бесплатные, они возят вас по городу, можно просто сесть, прокатиться вокруг, посмотреть, а можно выйти, там это канальчики, Венеция, там есть представление, но это все по пути, все это расскажу. Но бегут сразу бегут 5000 вон, 5000 вон. А, 5000 вон, да? Да, нет, есть бесплатное. А, 5, я думал, 150. Так что есть бесплатное, и да. Садитесь бесплатно. Ну, наглое немного. Да, потому что, ребята, мы сами тоже первый раз в Вьетнаме, и вы скажете, откуда мы это все знаем? Прежде чем вам записать видео, мы предварительно приезжаем, исследуем маршрут, выясняем все нюансы, все минусы, все плюсы, и, может, я сколько быстренько стоит. перебью. Вот автобус приехал, где мы можем попасть на сафари. Вот да, вот такие, автобусик V4, идет такие. на Там сафари. картинка нарисована сразу. Да, но это именно это на сафари и Виндер
Винпер парк. Ну, это мы, когда уже поедем туда, мы это все тоже расскажем и покажем. Ну, а сейчас поехали покататься по красивейшему городу Фукуока. Для автомобильных энтузиастов, ищущих способ выразить свою индивидуальность и придать своей машине особое очарование, мы рады представить нашу уникальную подвеску на зеркало заднего вида, которая прекрасно дополнит любую машину и подчеркнет стиль и индивидуальность ее владельца. Будьте оригинальны вместе с нашей подвеской собственного производства. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. И вот, друзья, на таких вот машинках тоже можно доехать до конца города, до моря, до набережной. И здесь вот такие вот виды. Вот видите, убираются. Но по нашей информации, говорят, некоторые отели, у них здесь собственные пляжи. Из других отелей просто-напросто их как бы людей гоняют. Вчера мы разговаривали с одной женщиной, она говорит, что есть такой небольшой минус. Это когда будете брать путевку для отдыха, уточняйте, собственный пляж или нет, чтобы вам потом не приходилось так вот дикарем с пляжа на пляж перебегать. Дорожка такая вот дощатая, она идет туда вот дальше. Сейчас я подойду поближе к пляжу. Водные виды развлечений, бананы, таблетки тоже есть, шезлонги, зонтики. Так, ну что по морю могу сказать, такая информация, что здесь как бы есть волны. Вы вот видите, на нашем пляже получается волн вообще их нету, а здесь это как бы север острова. И есть небольшие волны. Ну, не критичные, но они есть. Вон дальше вдалеке там тоже какой-то маленький островок тоже есть. Ну, людей не так уж и много, но чисто. Чисто, аккуратно. Вода тоже более-менее прозрачная. Как бы все здорово. Так что, ребята, от вас лайк, колокольчик и подписка. На пляже можно прогуляться по таким вот тропиночкам дощатым. Какие интересные деревья растут. Катя их называет елкой. Что-то отдаленно напоминает, только иголочки очень длинные. Проходили мимо, видели волейбольную площадку, лежал мячик, никто не играет, так что развлечения здесь есть. Вот вы видите, здесь как бы не продолжают все строительство. Вот залили какие-то интересные тумбы, сделали вот такую вот штуку, такой вот проход. Аккуратно, это только свежее. Свежепокрашенная даже, да? Ну, но, честно говоря, низковато, потому что вот тут еще что-то собираются делать. Не знаю что. Но вот с моим ростом само только пройти. Если человек уже будет, это я 1,76 м, если уже 1,80 м, тоже будет цепляться этими. Ну, вьетнамцы они маленькие, а видно делают тоже под себя. Так, ну здесь еще один выход на пляж. Мы туда уже не пойдем. Ну, что хочется сказать именно про вот этот вот город. Но здесь, ну, скучно. Я бы здесь бы не остановилась, потому что здесь очень скучно.
просто скучно. Ходишь, я не знаю, слева здание, справа здание. Ну да, они разноцветные, ну да, красиво, европейски. чисто. Все. Прогуливаясь по улочкам этого городка, особенно в такую вот жаркую погоду, как у нас сейчас, можно зайти вот под такие грибочки. Есть такая вот переулочек, или как его назвать, да? И здесь сплошная тень, можно спрятаться от палящего солнца. Здорово они так это все придумали. Да, ну и что можно сказать вот по городу? Вот обратите внимание, 2-й, 3-й, 4-й этажи, они пустые. Да, где-то есть шторки, но в основном пустые. Магазинчики тоже пустые. Получается, что его построили перед пандемией, так понимаю. Потом случился... В 2018 году. Да, 18-й год. Потом случился коронавирус. Соответственно, туристический бизнес упал. И все пришло в запустение, как говорится. Инвесторы отсюда ушли. Сейчас это все заново развивается. Но как это будет дальше? Вторая версия, я такую тоже слышал, что здесь как бы нельзя купить недвижимость иностранным туристам, иностранцам. Ну, продают только вьетнамцы. Ну, а вьетнамцы особо не влаживаются в этот бизнес. Смотрите, какие статуи. Человеческий рост. Молодой человек с ноутбуком, женщина, девушка и кошара с чемоданчиком. Да, так что не знаем, есть ли у города это в будущее, но мне кажется, что есть, потому что если опять какого-нибудь не случится происшествие, связанное, что типа похожее на коронавирус, ну, я думаю, что не оставят это все в запустении. Они и сейчас не оставляют, но в любом случае столько денег вложено. Тут немножко толчок, маленький толчок, и, как говорится, туристы повалят. А тем более, представляете, Юго-Восточная Азия, экзотика, и вот такие вот города, вот реально европейские. Это вот как сейчас мы вот и кусочек Венеции, да, вам покажем. А на юге там, по-моему, итальянский такой городок тоже есть. Похожий райончик тоже сделан. Но мы съездим, вам тоже это все покажем. Тем более пребывание для россиян и для белорусов 45 дней. Да, безвизовый режим, пожалуйста. Безвизовый въезд 45 дней. Да, и если самостоятельно, то можно билеты подловить очень хорошие. И не скажу, что недорогой. Если, допустим, сравнивать с УА, он чуть-чуть дороже, но не так критично по ценам, по продуктам. Ну, опять же, все смотрите у нас, наш обзор, и сравнивайте, и, ну, и делайте выводы. Вот здесь также можно встретить Джек Воробей. Да, видите, вот людей не особо много. Но здесь как отчасти днем туристов мало. Такие вот, как мы, чтобы походить, посмотреть. Потому что, да, и днем жарковато. Мы еще вечером не поехали, потому что мы были здесь вечером, тоже смотрели, но вот камера плохо стягивает. Да, и еще вот такая вот информация по поводу, если вы соберетесь сюда ехать, лучше, конечно, ехать вечером, потому что здесь есть шоу. Шоу. Сейчас продолжу. Вот смотрите, здесь карта. Это вот эта карта, да? Да. Вот. Да. Ну вот пляж. Да, вот карта. Вот вот здесь вот можно... Мы вот сейчас вот здесь вот находимся. Покататься. Да, на... мы сейчас туда вот пройдем и покажем. Здесь и проходит, вот как я заикнулся, вот это все шоу. Шоу бесплатно это в 10 часов, а платное, по-моему, около 8. Но это то же самое, в интернете можно уточнить, посмотреть, потому что мы еще как бы не разведывали это. Сейчас мы вам просто город покажем. Если мы соберемся поехать на это шоу, мы обязательно снимем видео и покажем. Но я боюсь, что камера не стянет. Ну, я думаю, может, попробую хоть что-нибудь, вот такой шортики поснимать, показать. Ну, а мы идем дальше, прогуливаемся и смотрим. Такие вот телефонные будочки стоят. Ну, здесь вечером тоже, ну красиво. Не, ну погулять, просто походить, ну, интересно. Кстати, туда уже смысла нету идти. Вот мы сейчас на центральном, да, пойдем мы по центральной, вот этой, как я посмотрел по карте. Мы так вот и прямо упремся в прудок. Видите, вот какой-то уставший путник тоже сидит. Вьетнамец или китаец. Вьетнамец, наверное. Если вы вьетнамец, значит вьетнамец. Ну, красиво, молодцы, конечно. Денег сюда вложено очень много. Я думаю, что... Что-то было, вот он что-то читал, наверное. Да, считал, и что-то уже, да, волокли. Кстати, здесь также можно снять в аренду, помимо
мобилей, которые нас возят бесплатно, можно снять электроскутер, да. Сейчас я попробую уточнить, сколько это будет стоить. Да, это электро. Hello, how much? 60,000 BND for 1 hour. Стоимость $3 1 час. Вот можете взять и целый час кататься по этому городу, если ленитесь ходить пешком. Ну, теоретически пешком его можно весь исходить. Тут в основном, конечно, что посмотреть, там центральная часть. Ну, с другой стороны, можно и на байке прокатиться. Вот главное брать эту вот центральную. Ну, знаете, как это? Поставить галочку, что вы здесь были, что вы видели это, потому что у всех это на слуху. Ну, а шоу, ну, наверное, я думаю, что стоит вам порекомендовать, потому что, судя по отзывам, пишут, что ярко, красочно, красиво. Мы были в Китае, на Хайнане, на таком похожем, наверное, шоу. Нам очень понравилось. Так что постараемся сюда попасть, но мы немножко не можем определиться, потому что там в 10 часов на начало, а автобусы ходят до 11, как нам сказали. И вот в этот промежуток или байк нам брать, или... Мне кажется, что не в 10 часов, Нет? в 9 начало, В и 9? до 10 уже все заканчивается. Ну, мы этот момент весь проработаем, разузнаем. И если что, мы поедем, мы это все снимем, вам покажем, расскажем, стоит, не стоит. Для автомобильных энтузиастов, ищущих способ выразить свою индивидуальность и придать своей машине особое очарование, мы рады представить нашу уникальную подвеску на зеркало заднего вида, которая прекрасно дополнит любую машину и подчеркнет стиль и индивидуальность ее владельца. Будьте оригинальны вместе с нашей подвеской собственного производства. Такой чайничек, испускающий непонятную какую-то жижу. Да. Так, ну вот мы подошли, подходим к самому такому центру. Вот этот самый главный, этот пруд, от которого начинаются канальчики. Башня с часами. Тоже вот кафешки. Они работают, вот что-то едят, работают, но посетителей не очень. Так, а это кто такой? Еще один какой-то товарищ решил присесть. У него в пальцах сигареты не хватает. Так, ну конечно, дома красиво выкрашены, очень так это впечатляет. Вода, да, вода, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, а само шоу, я так понимаю, вот оно проходит вот здесь, водное это. Торчат всякие разные трубки, отсюда, наверное, световое, водное. Наверное, очень красиво будет. Так, вот такие вот, друзья, цены в кафешках. Пицца 280, 300 тысяч. Не руки донгов. И супы 150, 130, 260. Ну, такие донгов. Вот сеты 120, 200. Ну, курочка все видите, 140 в принципе. тысяч. Ну, только Так. не знаю, как будет по порциям. Да, сколько мороженое тоже есть. 60 тысяч донгов. грамм. Ну, это маленький Тоже стаканчик. это маленький стаканчик. Ага. Thank you. Да. Так, сейчас еще вот так вот покажу вам цены. Это все в донках. Так, следующая такая вот кафешечка. Так, это джусы 65. В пределах около $3. Ну, а это всякие разные креветки, что тут Еда, в общем. фри, да. Если даже брать сравнение, я покупала у нас джус ананасовый, мы отдавали за него 30 тысяч донгов, здесь 30, он 65. а здесь 65. Ну, понятно, что это самый центр такого туристического Фукуока. Сейчас зайду, что тут здесь такое. А вот тоже такая в прохладе. Здесь тоже можно посидеть. Тоже вот есть в пачках мороженое. Сейчас может поинтересоваться. Hello. How much? 40 тысяч. Ну, это где-то порядка $1. Чуть больше $1. Берем. Купили я себе мороженое, Катя себе 7-Up. Все это 70 тысяч донгов. Это около $2, наверное, плюс-минус. Сейчас мы освежимся немножко, а то очень действительно жарко. Еще магазинчик можно зайти посмотреть, что здесь тоже предлагают. Ну, тоже какие-то небольшие... Какие-то небольшие сувениры, раскраски, сладости. Ну и опять же это все это джусы, соки. Вот такие вот мостики через каналы. Так, друзья, такая тоже информация. Я уточнил, где покупали мороженое.
что вечернее шоу, так оно световое аквашоу, оно начинается в 9 часов. Оно бесплатное, так что мы когда-нибудь выберем денек, приедем и вам снимем. А здесь вот, смотрите, такие вот мостики через каналы. Если видите, вон вдалеке гондолы плавают. С этой стороны тоже вон одна кружит. И вот здесь вот проходит это шоу. Да, стоимость прокатиться на гондолах, там что-то 200-300 тысяч рупий, 200 или 300 тысяч рупий, что-то все по-разному говорят. Мы просто не нашли еще пока пристань, где они. Хотя вот есть вот Water Taxi. Вот это пристань вроде, но здесь никого нету. Если найдем, где они паркуются, мы более точно скажем. Так, ну, а на самом деле, вот посмотрите, какая это красота. Это реально обалденно это все, конечно, сделали. Реально как погружаешься в Венецию. А вечером, когда здесь гуляешь, здесь переодеваются, как они, артисты, Ну, как, знаешь, как в карнавал. герои, Да, они переодеваются в карнавальные костюмы, и все заполнено карнавальными этими штуками. Множество фонтанчиков, кафешек. Вот такая более оживленная улица, которая в непосредственной близости к самому центру световым шоу. Вот тоже такие интересная скульптура, сложенные ладошки. И вот видите, ремонты, строительство продолжаются, техника есть, работают. Вот созывало, конечно, в кафешке, да, они скучают без туристов. Вот, красивая штука сейчас. Время ближе к вечеру, но людей сильно не прибавляется, я бы не сказал. Есть редкие такие вот туристы. Ну, официанты, как говорится, скучают. Hello, thank you. Массажа тоже предлагают. Опять вот эти батончики, что мы с тобой сегодня видели. Хлеб. По сравнению с нашим, он у них почему-то дорогой. Ну, как почему-то они, наверное... Да и мало его продают, согласна со мной. Мы только в Кинг-Конге его покупаем. Потому что у них, да, они, наверное, просто его не едят. Ну, к вечеру, я думаю, что народ подтянется. Вот ты что-то там мне говорила про китайскую. Вот эта китайская штука. Как ты там, район китайский, или как он говорил? Индокитайский какой-то, индокитайский. Индокитайский, китайский. В принципе, почти довели до ума, только немножко толчок туристам. А толчок туристам должны дать. Это если бы вот это все, это пустующие вторые, третьи этажи, первые этажи магазинчиками заняты. Если они заселят это все туристами, это здесь будет бомба. Сюда очереди будут стоять. Но для этого я не знаю, по какой причине они не сдают эти номера или комнаты. Не могу даже ответить на это. Я высказал свое предположение, что вроде иностранцам они не продают недвижимость. Ну, это одна такая, как из версий. Так, вот мы стоим вот на паромчике, не на паромчике, такой на пристани. Но я не понимаю, вот где они пришвартовываются, эти гондолы. Также вот можно покушать мороженое с разными наполнителями. 60 тысяч. На музей Мишки Тедди. Давай, может, попробуем зайти, что там такого интересного. Здесь очень много воды и фонтанчиков. И здесь сразу так прохлада. Классно. Так, что-то все поднимаются на второй этаж. Сейчас поднимемся, посмотрим. Катя говорит, что читала, что вроде платно. Ну давай поднимемся, глянем, что там такое примерно. Даже если платно, сколько стоит. Получается, музей взрослый 200 тысяч донг, детский 150 тысяч. Потом идет Grand World такси 200 тысяч. Еще какой-то комбо есть. Короче, я так смотрю, здесь... Мишка Тедди еще что-то есть. Там вот просто выставлены плюшевые мишки. И вот такие большие мишки, с которыми можно сфотографироваться, наверное. Мультяшные эти вот герои всякие разные, да. Здесь по большей части, если кто с детьми, то
Для детей развлечения, вон вы видите, маленьких туда все ведут. Думаю, им будет интересно. Но я думаю, мы уже на это не пойдем. Мы уже выберем что-нибудь покуче. Какой-нибудь парк американский город. Ребенок всегда остается в Катя душе. боится американский город. Боюсь. Но не знаю, что ее еще ждет впереди. Вот серьезно, боюсь и не хочу. Вот не хочу. Потому что я знаю, что он будет меня заставлять. Просто-напросто. Ради наших подписчиков ты должна сделать это. Так, ну вот тут покупать Напишите, билет. скажите, что я никому ничего не должна. Да. Ладно, это уже туда не пойдем. Что там будем? Мы как эти... Пойдем в туалет. Смотрел через стекла, что там такое находится. Это, знаете, как у нас игровые комнаты для детей, когда мы приводим их, отдаем туда этих деток на час, на два, им там прыгать. Ну, тут еще плюс еще эти вот мишки, все эти мультяшные герои. Потому что я там смотрел, там тоже какие-то батуты есть. Что да. Что тут? Мальчики, девочки, туалеты. Потому что гулять здесь есть где и очень много. Час-два можно смело здесь пробыть. Потому что мы искали тоже туалеты, и оказывается он находится вот в этом музее. Мишки эти, мишки-гами, как их называют. Так что, может, кому будет полезная информация. Также здесь можно повстречать вот такие интересные велосипеды, да? Можно даже 3 человека. И вот, друзья, мы нашли вам, где у них парковка у гондольерщиков. Она позади меня. Я снял я вам стоимость, как я и говорил, 200-300 тысяч донгов. Но так я не понял. 1, 2. Оно у самого входа. Самый-самый-самый вход. Так что, если кому покататься, подходите сюда и прокатитесь. Друзья, вот мы наконец прогулялись с вами по этому прекрасному городу. И мы обязательно вам рекомендуем его посетить. Здесь очень много разных инсталляций. Здесь очень много классных фото у вас получится. Так что, ребята, обязательно приезжайте в город Гранд Ворлд, который находится на острове Фукуок, Вьетнам. И оно вам поднимет настроение. А от вас лайк, колокольчик и подписка. А мы двигаемся дальше по острову. Пока-пока!